Добрый день, дорогие друзья. Мы снова на кухне с госпожой Анжеликой и, конечно же, с ароматным кофе. Сегодня мы поговорим с ней и с вами о страшном вакууме, жутких последствиях популярного сейчас упражнения. В настоящее время некоторые специалисты и блогеры пропагандируют, так сказать, безупречное, в кавычках, упражнение для живота– это вакуум. Делают его обычно по утрам натощак, цель достигнуть плоского животика. Но по какой-то причине крайне редко кто говорит о противопоказаниях, которые есть для этого упражнения. Только немногие в курсе, чем опасен вакуум живота. До того, чем вступить в ряды утренних спортсменов, убедитесь, что вакуум вам, мягко говоря, не помешает. Что ж за упражнение и зачем его делают? Вакуум для живота– модное упражнение, которое усиливает мышцы и убавляет размеры талии. Считается, что это очень действенный способ для укрепления мышц живота, но также и для прилива положительной энергии. По словам экспертов, он помогает скорректировать животик и талию. Его рекомендую делать по утрам до завтрака, так как лучше делать вакуум на голодный желудок. Упражнение делают стоя, либо лежа. Необходимо глубоко вдохнуть, втянуть животик внутрь и вверх и зафиксироваться в таком положении сначала на комфортное время, потом его рекомендуют наращивать до 15-20 секунд. Затем плавненько выдохнуть воздух, сделать надо около 5 повторений, практиковать сет можно каждое утро. Чем опасен вакуум для живота? У него есть ряд, скажем так, суровых противопоказаний. Каким бы действенным для укрепления мышц это упражнение не являлось, оно может представлять серьезную опасность для здоровья. Он, то есть вакуум, запрещен беременным, тем, у кого есть острые или инфекционные заболевания, миома матки, заболевания органов брюшной полости, малого таза, обострение хронических болезней органов желудочно-кишечного тракта, тромбоэмболические нарушения, глаукома и повышенное внутричерепное давление, заболевания сердца, также при злокачественных опухолях и после операций. Не рекомендую делать его на протяжении менсес и при нетипичных выделениях. Нельзя делать вакуум при приеме еды или после этого. Выполнять, опять же, можно строго натощак. К чему может привести ошибочное или нелегальное исполнение вакуума? Первое. К усугублению уже имеющихся болезней. Это серьезное упражнение, которое сдавливает органы. По этой причине стоит быть предельно осмотрительным, чтобы не заработать болезней, не довести организм до критичной точки, либо даже смертельного финала. Опасен ли вакуум в период менсес? Вакуум на протяжении менсес может привести к полному сбою цикла и гинекологическим нарушениям. Поэтому непременно делайте перерыв на этот период. Не переживайте, через 5 дней по окончании менсес станет возможно вернуться к тренировкам. Упражнение не должно вызывать дискомфорта. Будьте, пожалуйста, внимательны к себе. И как понять, надо ли вообще мне вакуум живота? Если вы считаете, что у вас нет заморочек со здоровьем, но при выполнении упражнений ощущаете болезненные ощущения, дискомфорт, недомогание, головокружение, покалывание в мышцах, есть хороший повод закончить тренировку тут же и консультироваться с врачом. Вакуум не должен вызывать таких ощущений и дискомфорта. Очень важна техника исполнения упражнения. Смотрите за органами дыхания, оно не может быть резким. Дышите полной грудью, но плавно и равномерно. Не округляйте спину, делайте перерывы между подходами, если упражнение дается для вас тяжело. На этом все. Подписывайтесь на канал Анжелы. Здесь вы узнаете много интересного и полезного для жизни, здоровья, красоты, молодости и всего такого приятного и всем необходимого. До встречи.